Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео предлагаю вспомнить истинный смысл слов, чтобы научиться говорить правильно. Правильно выражать свои мысли, потому что словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать, и купить, словом можно в разжащий свинец перелить. Но слова, всем словам в языке нашем есть. Это слава, родина, верность, свобода и честь. Все это говорит о том, что слово, которое вы выпускаете во внешний мир, остается во внешнем мире. Поэтому слово не воробей, вылетишь, не поймаешь, а оно останется и будет как бы вашим наследием, которое получит Вселенная и вернет это ваше наследие многократно усиленно. Поэтому, если вы говорите слова, не понимая их смысл, то вы возвращаете себе вместо, например, позитива, негатив. И, соответственно, это нужно понимать. Например, а почему нам в этом не помогут педагоги? Потому что педагог – это слово родом из Древней Греции. И означает дословно «ведущий ребенка». Но так называли не учителей, а рабов, которые вводили ребенка в школу и приводили обратно. То есть обычно в педагоги выбирают рабов, непригодных ни для какой другой работы, но отличавшихся верностью дому. И в наше время ничего не поменялось. То есть педагоги – это рабы, получающие жалкие гроши на свое существование, но они верны своему дому. При этом научить ребенка они ничему не могут, но следят за тем, чтобы он посещал школу. А зачем же нужна школа? Дело в том, что многие страны внедрили у себя американскую систему образования, и мы уже рассматривали в отдельном видео про школу, что американская система образования нужна для стерилизации детей. То есть исследования, которые провели ученые НАСА, говорят о том, что 98% детей приходят в школу гениями, и только 2% не имеют никаких талантов. Но после того, как школьное образование завершилось по американской модели, остается только 2% гениев и 98%, скажем так, среднестатистических существ, которые уже ни на что не способны. Вот что делает американская система. Ну, как вы знаете, она внедрена сегодня во многих странах. То есть сегодня эта школьная модель просто не несет никаких знаний. Она просто забивает в голову ученика 90% ненужной информации, не работающей, которую он никогда не использует в своей жизни. И плюс всегда будет сомневаться, потому что в школе говорили так, а на самом деле оно работает совершенно по-другому. Поэтому я призываю в этом видео посмотреть информацию о истинном значении слов, потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, а просто служит удобрением для других народов. То есть то, что вы видите и сегодня. Ну, самое интересное, конечно, слово «урод». Постоянно в нашем мире слышишь какой-то негативный оттенок этого слова. Но ведь есть пословица «в семье не без урода». Ну как же так? Неужели в каждой семье есть кто-то плохой? Конечно же нет. По генетическим правилам мощь генофонда отца несет первый ребенок мужского пола. Вот этот первый ребенок мужского пола, который наделен мощью генофонда, он и есть урод. То есть урод тот, кто стоит у рода, ближе всего к нему. Является неотъемлемой частью этого рода, наделен его мощью. То есть известная всем пословица «в семье не без урода» на самом деле означает, что в любой семье всегда есть первородный ребенок, первенец именно по мужской линии, потому что он несет эту уникальную Y-хромосому. То есть если в семье нет ребенка мужского пола, первенца, значит, эта Y-хромосома погибает. И это уже не семья, это сборище деградантов, которые деградируют до уровня нежити, нелюди, бесов и демонов. Вот и весь секрет. При этом слово «юрод» – это тот, кто выпал за пределы круга. То есть он имеет связь с родом, но живет своей отдельной структурой. То есть в современном мире это имена, например, Юра и Юля. То есть, если человек не является юродивым, то такие имена детям давать все-таки нежелательно, потому что это накладывает определенный негатив, с которым все-таки человеку трудновато справиться. При этом из-за фонетического созвучия, из-за того, что мы живем
в извращенном мире, который извратили сатанисты, нам провели подмену понятий. То есть красота урода или врода в некоторых языках превратилась свой в антипод. А изгой, юродивый, начал почитаться чуть ли не святым. Ну, святой он, понятно, для тех, кто разрушает и уничтожает человечество. Для сатанистов. Вот и весь секрет. И в животном мире это выглядит подобным образом. То есть межвидовые гибриды лошади и осла, например, они бесплодны. Да, может быть мул, может быть лошак. При этом они получаются с смешиванием разных видов. Вот это и есть юродивые. То есть они имеют отношение к обоим родам, но сами представляют собой третий отдельный род, который уже не имеет продолжения. То есть межвидовое смешение приводит к бесплодию, потому что таких родовых линий не существует в природе. Вот и весь секрет. Вот это так выглядят юродивые, о ком идут речь. А урод это тот, кто несет мощь генофонда, соответственно, может его продолжить, усилить, защитить, развить. Но многие подобные нарративы внесены в наш язык специально. То есть до 2017 года приставка «бес» использовалась, мягко говоря, очень мало. А после 1921 года она была внедрена повсеместно. Во многих словах буква «з» была заменена на букву «с». И многие люди стали прославлять беса. То есть бес это себе, себе, себе. То есть у него нет семьи, у него нет природы, родины. Ему нужно все себе. То есть об этом мы видим в дореволюционных различных документах, где есть бесплатный проезд. Именно через «з». Эти правила были внедрены в наш язык специально сатанистами, теми же сатанистами, которые до этого много раз обрезали буквы нашего изначального природного языка. Но я уже рассказывал в предыдущих видео про уровни духовного развития. То есть бесы это определенный уровень духовной деградации, когда существа, главенствующие высшие чакры 8 и 9, но все он их пускает на собственное удовольствие, на разрушение окружающего мира, ну, соответственно, самого себя, с тем, чтобы гарантированно попасть в пекло. То есть уже никакого отношения к человечеству такие существа не имеют. То есть другие уровни духовной деградации это не люди, нежити. Ну а те люди, которые соответствуют природным условиям развития, которые живут хотя бы потребностями тела, это жители. Одна из потребностей тела это продолжение рода. 2 мальчика, 2 девочки на семью. То есть вот это житель. Людина это те, у которых уже 9 детей на семью. И все они являются продолжением рода. Ну а человек это уже имеющий 16 детей на семью, то есть родовой круг. Ну и, соответственно, много других параметров. Это вы можете посмотреть в отдельном видео. Вы замечали, что в последнее время даже сезонные простуды стали протекать тяжелее и оставлять за собой долгий хвост слабости. Организм исчерпал свои резервы, и врожденный иммунитет уже не справляется как раньше. И здесь на помощь приходит синтезит иммуноактив. Я много раз говорил об его основе молекуле железа, которая помогает нормализовать работу крови. Фукоидан из этой бурой водоросли это не просто витаминка для иммунитета. Это вещество, которое обучает и тренирует наши иммунные клетки. Оно помогает им быстрее и точнее распознавать угрозы, будь то вирус или бактерия. Сочетание силы синтезита для системы крови и свойства фукоидана для иммунных клеток это и есть та синергия, которая позволяет не просто пропить витаминки, а по-настоящему укрепить свой защитный барьер. Особенно важно это в период, когда нагрузка на организм возрастает. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше, как работает иммуноактив, и там можно пройти тест, чтобы узнать, как помочь именно вашему иммунитету персонально. Аль-кухоль – это арабское слово, от которого произошло название алкоголя. В переводе с арабского аль-кухоль означает дух, пожирающий тело. То есть, когда человек употребляет алкоголь, то есть он создает невыносимую структуру для светлой души, духа, и светлые духи покидают тело человека, а его место занимает сущность низких вибраций. То есть, те же бесы, демоны из пекельного мира, которые сами тела не имеют, но если человекоподобное существо от своего тела отказывается, употребляя разрешенные или запрещенные наркотические средства, то, соответственно, этот костюм одевает совершенно другие духи. Отсюда огромное количество преступлений именно в состоянии алкогольного опьянения, потому что вашим телом уже управляет
кто угодно, но только не вы. Соответственно, подобных чудес у нас хватает. Есть такая фраза «истина в вине», но у нее есть продолжение «а здоровье в воде». То есть совершенно верно. То есть как мы много раз рассматривали на канале, есть живая вода, ее можно сделать в домашних условиях в наше время, она восстанавливает весь организм. Ну а вино, которое сделали дрожжевые бактерии, оно просто разрушает наш организм. То есть здесь как бы два знака в нашей жизни, плюс и минус. То есть развитие, разрушение, опять же, это выбирает, куда ему идти само существо. То же самое можно сказать про слово «подонки». Оно произошло от слова «дно». То есть имелось в виду дно стакана, бутылки. То есть обычно в трактирах на дне стакана, бутылок оставались немножко жидкости. Как бы эти остатки назывались подонками. То есть нищие, опустившиеся люди часто заходили в такие заведения за этими подонками. Они допивали остатки из неубранных стаканов, бутылок. Поэтому подонками со временем стали называть самих этих людей, которые опустились уже дальше некуда. То же самое можно сказать про подлецов. То есть давным-давно называли людей незнатного простого происхождения. То есть слово взялось как раз из южных языков. Оно, подлец, как бы имело нормальный оттенок, но ему придавали негативный оттенок, как бы дворяне, те, кто стояли выше по положению, как бы подчеркивая, что эти люди ниже находятся. Поэтому простым, подлым людям, как бы дворяне называли тех, кто ниже. Отсюда как бы закрепилось определенный негатив. Хотя это просто обычные люди, скажем так, на которых и держится любое государство. Также в Древней Руси не знали слова «карман», так как деньги носили тогда в особых кошельках, мошнах. Отсюда слово «мошна». И произошло слово и «мошенник», то есть специалист по кражам из этих самых мошон. Слово «гроши» тоже происходит от немецкого «грошен», что в свою очередь ведет историю от латинского «грошен динарий», то есть большой динарий. Ну, в переводе. То есть в некоторых странах гроши это, соответственно, деньги обозначаются. То же самое можно в наше время часто увидеть подобное, что в нашем языке много иностранных слов. Одно из них это «ок», то есть давайте говорить по-другому. Но прежде чем бороться с чем-то, надо понимать истинный размер нашего наследия. То есть «ок» в русском языке это сокращение от слова «окончание». То есть окончание разговора. Да, мы все обговорили, я все понял, «ок». Потому что существует множество версий происхождения этой аббревиатуры «ок». Нет никакого одного мнения. Кто-то ее связывает с Кромвелем, а там буква «С» на английском. Кто-то вот связывает с Америкой, но есть подобные чудеса в немецком, греческом, французском. Ну, на самом деле, я повторяю, наши языки всегда были аббревиатурные. То есть они в минимальном количестве символов содержали огромное количество информации. Отсюда и необходимость сокращать длинные слова. Отсюда слово «ок» это просто окончание. Где мы это видим? Мы это видим то же самое в Древней Греции. То есть со щитом или на щите у знаменитых спартанцев говорит просто о том, что это были наши люди. То есть это были либо славяне, либо арии. Я уже рассматривал это видео про Грецию, где в основе Греции стояли славяно-арийские народы, которые и учили народы, более находящиеся на низком уровне, и приносили им свою культуру. Отсюда мы видим подобные сокращения. То есть со щитом или на щите означало в Спарте, что ты либо побеждаешь, либо тебя на этой войне убьют, либо ты вернешься погибшим. Но без позора, как бы, но не бежавшим с этой войны. То же самое, кстати, в художественных фильмах мы видим часто, что у царя Леонида была на щитах есть буква лямбда греческая. У спартанцев лямбда начальная буква их самоназвания лакедемоняне. То есть из-за того, что само государство получило название от подобного мифологического персонажа. Но в наше время, скорее всего, этот жест и означает победу. То есть перевернутая буква L, а сейчас это Виктория, означает победу. Хотя, конечно, существует легенда, что там английские лучники доставляли много неудобств своим соперникам, в первую очередь французам. И французы, поймав такого лучника, отрезали ему эти пальцы, которыми он пускал эти стрелы дальние, которые
наносили вред даже рыцарям. И, соответственно, перед битвой английские лучники как бы показывали своим соперникам, что вот, смотрите, мои пальцы на месте, я могу пускать стрелы, значит, мы победим. Отсюда жесть победа. Ну, я бы сказал, что, может, просто спартанский символ тоже перевернули, потому что там, где Спарта, там победа. Спартанцы не отступали, они только наступали, они были воинами и побеждали во многих сражениях. Ну, это уже решать вам. То же самое выражение шах и мат происходит от персидской фразы шах-мат, то есть шах мертв. То есть шах побежден, он умер. Отсюда выражение в шахматах шах и мат. Но на самом деле это говорит о том, что наши предки взаимодействовали с многими народами, в том числе и Ближнего Востока, откуда у нас такое огромное количество как бы слов, которые с одной стороны понятны русским, но непонятны, например, персам. Хотя с другой стороны многое понятно персам, но непонятно русским. Мы это тоже рассматривали в отдельном видео, где показывались наработки ученых, которые говорили, что русский и персидский язык это как бы один язык, он просто разделенный. То есть мы читаем слева направо, а надо понимать справа налево. То есть нам оставили читать слева направо, им оставили понимать справа налево. Ну и вот весь секрет. То же самое как бы относится и к сдвоенным словам. Вы же слышали подобные фразы? Трин трава, карна ухи, дремучий лес. Так вот, оказывается, что на санскрите трин это так и есть трава. То есть, а карна это ушастый, дрема лес. То есть получается, это как бы нам остались осколки тех фраз, которыми учили наших предков. То есть они учили как бы и санскрит, и русский, как бы это один и тот же язык, только видоизмененный. И поэтому, изучая язык, изучая его корни, мы можем понимать, где жили наши предки, с кем они взаимодействовали, как бы кому какие знания приносили, кого учили каким-то упрощенным системам, оставляли. Ну и для того, чтобы самим понимать, что это означает, создавали подобные, скажем так, сдвоенные значения. Поэтому, опять же, мы видим то, что понятно нам, то, что понятно другим народам, а по факту это одно и то же. Хотя у нас это объединено. Ну, нам это нужно, потому что тот, кто не понял свое прошлое, вынужден переживать его снова и снова. И повторяя, после нас в нашем мире остаются наши поступки, наши мысли и наши слова. И все это потом нам возвращается в многократно усиленном виде, потому что посеешь, то и пожнешь, но только в огромном количестве. Поэтому нужно говорить правильно и понимать истинные значения слов, а лучше всего начинать с символов, то есть учить буквицу и самим составлять слова и понимать эти смыслы. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.